Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с целым годом без процентов на все покупки. Получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Друзья, добро пожаловать в страну, которую называют одним большим мусорным пакетом. В страну, в воду рек которых не заплывают даже рыбы. Добро пожаловать в Бангладеш. Ну и первое, что нам попадается, это джетфрут, не знаю, перец и чили и зеленая манго. Lemon, mango, chili, jackfruit. Обычно не бывает таких проблем, которые возникли у меня сегодня. Прям полоскает. Не знаю из-за чего. Наверное, акклиматизация идет, но неважно, в общем. Что-то пошло не так. Естественно, для того, чтобы понять страну, нужно сразу поехать на базар. Так продаются курочки в Бангладеш. Есть специальные мешочки. Показываешь пальцем, тебе вытаскивают, и 3 секунды, и он лежит в пакетике. Домашние курицы. Они подороже. Запашок стоит узкий, конечно. Судя по возгласам, здесь рады увидеть иностранцев. Ну вот те самые знаменитые маленькие цыплята тапака. Ну. Не могу не пройти, показать, как замачивают курочку в кипятке, чтобы ее потом общипать. Обычный процесс, как и в деревне все делают. Просто здесь это в больших масштабах. Хватит с нас курицы. Meat, the goat. Мясные ряды. Goat here. Здесь прям на рынок, получается, коз затаскивают, быков. Hello. Здесь все это дело режется. И всегда продается свежее. Здесь можно фильм ужасов снимать. Hello. Ну, нормально реагируют на лицо они все. На твое. Yes, yes. Hello. Okay, okay. 1 second, please. На гуляш, скорее всего, нарезают. Ну, очень мельчат. Видно, заказ такой пришел.
Все просят сделать фото. Ну, туда мы, наверное, не пойдем. Там. Hello. Ну и знаменитые рыбные ряды, так как море рядом. Это как раз та самая рыба, которая перепутала воды рек. Большой рыбы, наверное, мы здесь не увидим. Hello. Смотрите, какое интересное приспособление для нарезки рыбы. То есть нож, он зафиксированный, и используется вот такая вот палка, колотушка, чтобы рубить. Ну, естественно, этот нож всегда подтачивается. Ассортимента рыбы я как такового пока еще не вижу. 2 вида рыб, максимум 3. Это что-то похожее на кефаль, на толстолобика. Ну вот знаменитые креветки. Наконец-то. Чешуя размером с яйцо. Ну, эта рыбка, наверное, была в морозильнике. Крупная. Не знаю, килограмм 20, может быть, 30 в ней. Вот смотрите, свежесть рыбы. Она еще даже дышит. Live. Все самое свежее. Live. Да, я понял, что она живая еще. Эту рыбку я уже видел. Она в Индии считается самой дорогой, памфрет. Там что-то под 1000 рублей килограмм стоит. Thanks. А это что-то на сама похожее. Такое же строение. How much 1 kilo? ভাই এগুলো দাম কত ভাই? কেজি কত? Здесь ничего не понятно. It's around 12 USD dollar per kilo. 12. Дорого. Дороговатенько. This is our domestic fishes. Our Domestic? local fishes. Local. Это местная рыба домашняя. Какой-то сомик. Ну, эту рыбу мы знаем, это змей-голов. Змей-голов маленький. Продавцы. এদিকে বের হওয়া যায়? Что-то здесь очень душно. Я весь обливаюсь. Акклиматизация идет не очень хорошо у меня. Значит, прям при виде воды аж это начинает. Здесь ряды с рисом. Очень много риса. И рис здесь не длиннозерный, такой мелковатый. Chewing in the this is the common. Ну и так же, как и везде в Азии, вот такие снюсы закидываются под язычок. Здесь называется это балет. How much one? Only 5 টাকা. Bangladeshi 5 টাকা. 5 така. Поворот не туда. Нет слов. Какие-то кабачки. Ну, прям похожи на кабачки, но просто немножко цвет такой более ядовитый. Здесь просто
Ребята работают с тоннами. Это похоже на баклажаны недозрелые. Видно, здесь у них такой цвет. Что-то похожее на огурец. Если честно, я даже не ожидал, что нормальная реакция на камеру будет. Хотя мусульманская страна, в принципе, должны говорить нет, нет, нет. Здесь так редко бывают белые лица, что я даже не пойму, что это за растение такое. Интересно. Называется это как уль. Он сладкий фрукт. То, что вы, жители села, выкидываете курицам на съедение, здесь это используется. Желтые огурцы, здесь это норма. Заметил, что мужчины подкрашивают бороду здесь в рыжий цвет. Хной. Всегда свежая кинза. Банановые листья. Здесь уже начинаю чувствовать, что это Бангладеш. То первые впечатления были: неужели это Бангладеш? Я не вижу того, что показывают все. Везде все чистенько, красиво. Вы заметили, ни одной женщины нет? Нет, есть две. Но их очень мало. В основном все делают мужики. Вот этот вот фрукт или овощ, он похож на фейхоа, только крупная. Интересно, интересно. Своеобразно. Немножко банановых листьев вам. 40 тако вот такой стоит. А this? 20 тако стоит. Уронил. 20 тако стоит такой, 40 такой. В общем, градация по размерам. Но это уже получается мелкий опт. Естественно, есть места, где привозят фурами. Там еще дешевле все это стоит. Еще ананасы. Ананасовая улица. Кокосы, какие-то мелкие, крупные. Дяденька несет бананы. Значит, мы в правильном направлении. Очень сильно хочу увидеть много бананов. Какая-то детская мечта. Здесь арбузики. Много арбузиков. А, ну вот они, бананы. Зеленые, кормовые. Арбузы здесь не крупные, наверное, максимум по 7 килограмм. Увидел такое количество бананов и обезумел. Повернулся налево, еще 2 раза сильнее обезумел. Здесь
ряды, которые занимаются продажей только бананов. Здесь тонны бананов. 500 така, 500 така стоит вот такая вот веточка бананов. Здесь килограмм 6, что ли, 7. Да уж. И вот здесь вот аромат очень приятный стоит. Банановый. И здесь, получается, их сразу нарезают, мельчат. Это уже будет стоить чуть подороже. Ряды с папайей. Это даже не папайя, это вот сладкое яблоко, то самое вкусное. Смотрите, сколько вот здесь много. Вот там он папайя, а вот в этих мешочках вот этот сладкий фрукт. И здесь он спелый. В Индии постоянно зеленый попадался. Здесь очень спелый. Вот этот фрукт так не довелось мне попробовать, но внутри он желтенький. Говорить не убейся здесь. Я знаю, что мы сейчас будем делать после этой банановой улицы. Нужно срочно сесть и до отеля. Мне предлагают выпить таблетки. На что же я сейчас похож? Я вам сейчас объясню, чтобы вы понимали. Пожарный гидрант. Денис Пожарников. Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с целым годом без процентов на все покупки. Получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Старайтесь по приезду сюда меньше употреблять пищи. Так, медленно нужно входить в эту стадию. У нас сейчас стукнут, похоже. Ну а так я счастлив, мне все нравится, вообще супер. Просто супер. Сейчас еще выпью пару литров воды с марганцовочкой. Для закрепления вид с велорикши. Все то же самое, что мы прошли. Для переноски овощей используются вот такие вот корзины. Ну, я вам скажу, что они не маленькие. Garbage. Немного мусора и ворон. Какие-то корни продаются. Что-то мухи закружили над нами. Трактор поднял всех мух. Оказывается, велорикша, она же электрическая рикша. Так, дальше он не едет, а нам сейчас придется ловить другую. Особенность местных рикш. Все они зарешочены, потому что есть вероятность, что могут дернуть какую-нибудь вещь с вас, поэтому закрывается решеточками.
Блин, у меня уже складывается впечатление, что мы не успеем пожар потушить. Как бы это смешно ни звучало. Надо ускоряться. 300-400 метров проехал, 20-30 така стоит. И у каждой рикши маршрут не очень большой. То есть вот, может, 2-3 километра и меняются. То есть территория поделена. Мы вернулись. Только уже заходим по безлюдной улице. Hello. Здесь тоже какие-то торговые ряды. Но, видно, сегодня они не работают. Немножко проводов. Хаотичное расположение, просто как паутина. Можно с верхнего этажа прыгнуть и, в принципе, до асфальта не дотронешься. Если к вам приехали электрики из Бангладеша, берите на работу смело. Если вы видите где-то такие тележки, знаете, что рядом находится рынок. Видно, их дают в аренду здесь. Еще я заметил, что здесь у мужчин животы какие-то внизу увеличенные. То есть вот ниже пупка прям выпирает сильно. Это или из-за одежды, то что вот они накидку эту скручивают. Такое ощущение, как будто грыжа. Around $1 per kilo. That means 120 taka. $1, 5 кило? Yes. Очень Not 5 kilo, 1 kilo. 1 кило. В общем, $1, 1 килограмм. И можно наслаждаться мясом. Блин, я не могу не показать вам эту курочку. Это просто... Chicken, how much? Така. Okay. My friend, идем сюда, пожалуйста. Я что-то прям от запаха начало подташнивать. Хотя я к запахам вообще нормально отношусь. Здесь прям трешак. Я грешу все-таки на вчерашний рис, потому что когда я его накладывал, там много мух сидело. Ну я такой, наверное, местная кухня, может, так и должно быть. Он их стряхнул, и вот у меня после этого, видно, ночью все началось. Потому что акклиматизация. Военный самолет полетел над нами. В 9 утра, народ уже весь расходится. Нет такой оживленности. Все уже набрали продуктов. Кукуруза чуть-чуть подсушенная. Весь рынок в бананах. Весь рынок в банановых листах. Здесь у нас цитрусовый. Здесь у нас мусор. Здесь красиво подсвеченные зеленым цветом огурцы. Маркетинговый ход. Овощи подсвечиваются в цвет овоща. Чтобы он меня за ногу не схватил. Здесь что-то дышать тяжело. Здесь перец.
Они здесь сами в масках сидят. Здесь пыль, чеснок, перец, все перемешалось. Вы слышите кашель? Но это же не кашель. Это уже плевок. Это, конечно, очень интересный овощ. Много где его вижу в азиатских странах, но что прямо его готовили, не видел. Скорее всего, местные используют, но не для европейцев. Что-то пожарнику совсем плохеет. Согласись, они красивые. Как будто не настоящие, искусственные. 9-я тонна воды у меня уже выливается. Добро пожаловать, говорит, в Бангладеш. Маленькие кокосы, на которые осыпаются. Их добавляют в еду. И их очень много. Ну а нас интересует все то, что находится за этими торговыми рядами. Подарки привезти гостям. Всякие анчоусы, мелкая рыбка, креветка. Все, что не съели. Мне или кажется, ну ко мне кто-то очень близко сзади подходит все это время. Мухи везде здесь просто. Мух тьма тьмущая. Вот так вот. Сухой посол. Сегодня в отеле, получается, я раньше всех пришел. Отель-то, в принципе, нормальный. В столовой, потому что там пораньше нужно было выезжать. И смотрю, повар нарезает папайю. Говорит, для джуса. Потом взял какой-то такой железный механизм. Ну, типа, знаете, чеснокодавилка. Только крупная. Туда поколол папайю, выдавил. Потом он это все делал руками, вытащил. Руками выжил. Я, конечно... И мне говорит, будешь этот джус? Я говорю, нет, спасибо. Я сначала, конечно, обрадовался, думал, выпью. Меня все пугали Индией. Я Индию освоил в 3 секунды, а Бангладеш не дался. Сломал меня. Вот люди здесь живут с собаками вместе. И все это те, у кого нет. Там на мусорке, можно сказать, живут. Мне сказали, be careful, будь осторожен. Могут телефон дернуть из рук. Здесь как будто все как восставшие из ада. Здесь так себе местечко, если ночью здесь ходить. Здесь, конечно, полный детский. Здесь вот самый трешак, по-моему. Это место, где разделывают рыбу. Вы ее покупаете, приносите сюда, и вам за... Как раз оттуда выходят все с рыбного маркета и здесь вот пользуются услугами этих ребят. Вы, может быть, и не увидите, но здесь мух больше, чем рыбы.
Здесь все в мухах. Hello. Какая вкуснятина. Джетта Мора. Здесь вообще никого не напрягает это все дело. Рыбка-то еще живая. Ну не вся, правда. По дороге на другой базар. Главное в говнецо не наступить. Здесь, наверное, уже нет аренды никакой, поэтому здесь те, кто не готов за нее платить. Это такой мини-рыбный рынок. Вид у поезда, как будто этих пассажиров куда-то в Освенцим везут. Реально там жестяной он. Уходим с этих железнодорожных путей. Здесь реально опасно. Только что хотели сумку выдернуть. Он ее схватил. Помощник наш. Этот пацан со мной ходит, помогает. Здесь реально нужно крепко-крепко держать все в руках. А если приходите в такие места снимать, желательно, чтобы, не знаю, стальной чехол с кольцом, с цепью. Меня что-то прям от этих запахов выворачивает. Рыбку перебирают свежую. Hello. No fish. Если в Индии бороды мусульмане красят, не все, то здесь практически у всех. Вот такие рыжие, оранжевого цвета. Hello. Как выглядят сотрудники полиции местные. А, вот тут шлагбаум они контролируют. Сегодня не многолюдно, потому что сегодня выходной. Обычно здесь большие-большие пробки. Еле уместились. По идее, вот они, получается, из года в год работают. Должны быть ноги накачаны. Но, естественно, из-за того, что нет хорошего питания, они все худенькие. Крепкие, но худенькие. Наверное, нужно ближайшие 2-3 дня перейти на фрукты. Фрукты, которые сам буду покупать, не резанные ни в коем случае сам. Потому что я смотрел, он нарезает этими же руками, телегу трогает и деньги, и лучше самому подчистить. Места, где нужно ехать медленно, получается, водитель спускается, ну, ногами отталкивается, потому что так быстрее. Причем это делают все. Но мы просто тяжелые. Хотя вон впереди там 3 женщины сидят. Полиция нас не пропустила. Один такой рикшист зарабатывает в день где-то 1000 рублей, ну, пускай $10. Вот такая вот рикша, ну, не в таком состоянии, это уже подубитая. Новая стоит $500. 1000 в день. Есть те, кто берут в аренду, там, я не знаю сколько, пару баксов дают за аренду, чтобы не покупать. Но в большинстве случаев это люди, которые занимаются всю жизнь этой работой, у них уже свои. Начинающие только арендуют. В борту просто все слипается. Здесь совсем другой климат. Я уже сегодня выпил около 4 литров воды, и это только начало. Начало похудения. Я приеду как струна. Я зайду в дом, и меня никто не увидит. Я буду настолько тонок.
тихо зайду в дом. Без предупреждения. Вроде бы зашел в отель, выпил смекту. Так себе состояние. Едем теперь на стандартный туристический маршрут. Посмотреть док с кораблями. Хочется поближе к воде. И очень сильно удивляет, знаете что? Местные унитазы, у них вот это горлышко, куда все проходит, очень маленькое. Такое ощущение, что здесь у жителей всегда диарея. То есть реально маленький канал. Ни одного белого лица вообще не видно. Только местные. Температура сегодня где-то 40 градусов. Меня единственное, что пугает, это я просто помню в деревне, когда у поросят была диарея, они умирали. Ну, из-за обезвоживания. Надеюсь, у человека такого нету. Себя снимаю и боюсь, чтобы телефон из рук не дернули. Это новая Дака. Здесь все чисто, красиво и хорошо. Для тех, кто думает, что в Бангладеше только домики из коробок. Нет, здесь есть и большие дома, довольно-таки большие. Несмотря на то, что это центр города, тоже много бездомных, кто спит прямо на асфальте, ну, я имею в виду, на обочине. Такие масштабные улицы большие. Пил воду где-то минут 5 назад и уже чувствую, как губы слипаются. What is it? City Corporation building. Dhaka City Corporation building. Здесь какой-то хаос. Но он мне говорит, убери телефон, а то вырвут из рук. Вот именно в таких пробках и дергают. Ты же не бросишь мотоцикл? Нет. Автобусы здесь никогда не закрывают двери. Люди прям на ходу запрыгивают. Сегодняшний день я решил посвятить красоте. Мы смотрим только красивые места и наслаждаемся водой. На автобусы смотришь, и такое ощущение, что они прошли все круги ада, они просто затертые. Ну, скорее всего, в будние дни мощный и жесткий трафик, поэтому они в притирочку все идут. Bus station, yes? Все в штукатурке автобусы. Я, похоже, сглазил чистоту. Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с целым годом без процентов на все покупки. Получаете супер кэшбэк рублями каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Приехали на набережную. Здесь тоже какой-то рынок сбоку. С травой. В основном трава одна продается. Красота. Просто шедеврально. Мне сказали уходить отсюда. Вон. Какие-то люди начали подходить к нам. Непонятно. Река любви. Все зовут покататься. Наверное, на ту сторону переезжают люди. Ну, речка, конечно, визуальная. Я уже такую видел. Блин, ребенок инвалид. Что-то с ножкой у него.
наш капитан. Капитан. Your name? Это Бузина. Абу Халим? Abdul Halim. Абдул Халим. Скорее всего, цвет не передадим реки. Но пахнет, не знаю, чем пахнет, серой какой-то. На корабле на нашем есть спасательный круг, я на нем сижу. Это место стульчика. Есть какие-то вот кабачки плавают, которые уже просто разложились. В этой воде, по-моему, все сгниет. Отплываем. Все, наверное, задаются вопросом, как так он гребет всего лишь с одной стороны. Там, похоже, какой-то механизм внизу есть. Не знаю, может быть, вот так вот уходит дно. Вот, смотрите. Потому что упор под одно весло только на одной стороне, его нету на другой. Ответ прост. Скорее всего, под ним находится вот так вот стоит штука, которая постоянно выводит лодку туда, и он гребет, получается, по левой стороне, сопротивляется. Говорит, купаться в этой реке нельзя. Уже отсюда слышно, как оббивают корабль от краски. Здесь прохладненько, прикольно, но вот запах от воды идет сильный. My friend, give me please water. Water, yes. Он уже ногами гребет. У него, похоже, вот та нога сильнее. То есть под левую ногу лучше не вставать к нему. Мне кажется, большие корабли особо не считаются с маленькими лодочками. То есть они ход особо и не замедляют. $300. $300 стоит такая лодочка. Not expensive. Причал. За лодку платишь. За то, что выходишь, тоже платишь деньги. Здесь ремонтный док. Если вдруг вы приплывете в Бангладеш, вы можете свой корабль поднять и починить, покрасить. Я не знаю, там, что еще делают с ними здесь. Якорь вот намазать маслом, чтобы не ржавел. Здесь такие вот аппараты затаскивают корабли мощные. Здесь видно, как латают корабль. То есть новые куски металла вместо старых ржавых. Тут же все это дело красится, и все. И корабль готов. Дешевая рабочая сила, дешевые материалы, так как этот металл берется с другого места, где разбираются корабли. Внизу под кораблем козы отдыхают в тени. Сто процентов они без наушников работают.
Вот такая штука стоит у нас, наверное, внизу лодки. Как раз и направлен в таком положении. Поэтому гребем мы одним веслом. Не дай бог здесь умереть. Вон, женщина моет козу в нечистой воде. Какой нужно иметь иммунитет, чтобы здесь жить? Конечно, трэш. Даже я, который переваривает крокодилов и камни, и то сломался. Я даже не знаю, сколько нужно времени, чтобы убрать весь этот мусор. Это что-то нереальное. Адская кухня. Новый драйвер у нас. Насколько обесценена здесь человеческая жизнь. Поймал себя на мысли, что здесь даже чаек нет. Они все померли. Да все мусор плавает. Наступил тот самый момент, когда я прям хочу в отель. Первый раз такое у меня. Это или кухня, или туалет здесь. Но судя по кастрюлям, наверное, кухня. Представляете, в этих мешках половина перец стручковый, сухой, красный. Огурцы куда-то загружают. Домой. Фул. Купили таблеток и едем домой. Сегодня надо отлежаться. Не очень хорошее состояние, прям под вечер что-то стало. Скорую здесь никто не пропускает. Вот она уже полчаса за нами, всем по барабану. Перекресток хаоса какого-то.